Всем привет! Вы на канале Meta Vibes, и здесь мы знакомим вас с интересными творческими людьми, которые занимаются своим делом и готовы поделиться с вами своим опытом, идеями, эмоциями, ну и вообще проявляться вовне. Герой сегодняшнего выпуска Андрей, бизнесмен с многолетним опытом открытия различных стартапов, некоторые из которых были очень успешными, а некоторые другие научили его бороться с трудностями и никогда, самое главное, не сдаваться. Сейчас Андрей живет и работает в Тбилиси, ведет занятия по айкидо и организует в своем собственном пространстве Recreation Тбилиси различные курсы, мастер-классы, в том числе и занятия по актерскому мастерству, куда я к нему с удовольствием продолжаю ходить, и где мы и познакомились. В сегодняшнем выпуске Андрей расскажет, как это все начиналось много лет назад, как потом пришлось все это повторить заново при переезде на новое место, с чем пришлось столкнуться и почему не стоит бить мертвых лошадей. Вот об этом, обо всем и многом другом мы поговорим в сегодняшнем интервью, которое на самом деле было снято 2 недели назад, а сейчас мы делаем пич в этот прекрасный закатный вечер в Тбилиси. Оставайтесь с нами на канале Meta Vibes. Ну вот айкидо, театр, импров, вот это все немножко такое неожиданно гремучая смесь. Откуда все это взялось? Вот можешь какую-то дать вот такую историческую справку на 5 минут в лучших традициях каких-то нашумевших интервью, да? Откуда все пошло, да, и расскажи вот вкратце. Я был очень таким домашним книжным мальчиком из семьи советских инженеров. Когда мне было 10 лет, моя мама встретила у нас во дворе девочку, с которой мы ходили еще в садик. Спросила ее: ты куда идешь или откуда идешь? Та говорит: на карате. Она говорит: о, давай Андрей с тобой сходит. Меня взяли за ручку и отвели. Оказалось, что это не карате, а дзюдо. Вот, но мне понравилось, я начал играть в орлянку и покатился. И где-то лет через 6 я понял, что мне надоело бороться, бодаться и вот это все. И в том клубе, где я занимался, было детское дзюдо и взрослое айкидо. Я все время туда подглядывал. Вот, тоже долго-долго собирался. Это была эпичная история. Да, я учился на первом курсе университета, приехал домой, собрал кимоно, нашел белый пояс вместо цветного дзюдошного и поехал в клуб, где я занимался дзюдо, просто зная, что там вечером будет какая-то тренировка. Опоздал на нее по времени, поэтому первую свою тренировку по айкидо я отсидел зрителем, потому что я на 5 минут опоздал. А потом попал, после этого была старшая группа, мне сказали: ты ж падать умеешь, занимался? Я говорю: ну, я дзюдо там столько-то лет занимался к тому моменту. Говорят: ну, давай. Вот, и я попал на айкидо и опять покатился. Я хотел двигаться, я видел, что там прикольно делают, и не хотел бороться, то есть соревнование не мое. А театр это уже в сознательном возрасте был? Театр в очень сознательном возрасте, но тоже меня за ручку привела Аня на мастер-класс по актерскому мастерству. Вот, это был интенсив тоже на Новый год из нескольких занятий. Мне в целом понравилось, но там было много телески, и мне после айкидо было очень просто. У меня уже был опыт ведения всяких телесных тренингов, на которые я тоже через айкидо попал, потому что айкидо, оно вообще очень сильно про то, как координировать голову с тушкой. И потом на все что угодно я приходил, я там на стрельбу из лука, на настольный теннис, на хождение под парусом, на вождение мотоцикла. Я прихожу, я понимаю, что это все айкидо, это все про то, как головой дружить с телом. Оказалось, что в актерском этого очень много, и актеры, они начинают от тушки в первую очередь. Мне понравилось, но мне было слишком просто. Я на какое-то время отложил. Я долго думал, что на актеров можно учиться только в вузе. А у меня было очень много все время работа, айкидо, свой клуб, там и организация, и ведение тренировок, и самому заниматься, и там семинары. Вот. А потом случайно я узнал, что вообще-то это не обязательно, что вот есть студийный формат, есть студии театральные, куда ты уже взрослым человеком можешь прийти. А как ты к своему-то пришел? То есть, походил бы кому-то, не хотел там на вуз идти. Да, нет, я занимался в Питере, занимался прям фанатично в какой-то момент, очень много. У меня там что-то, я не помню, по 12 часов актерского мастерства в неделю, плюс пластика, хореография, речь, что-то еще. То есть я прям вот все, что можно. Вот, у меня все было нормально по клубу айкидо, то есть у меня были тренеры, и я сказал: так, ребята, вот я сейчас хочу вести меньше тренировок, вы тут все делаете. Я появлялся, вот этот баланс очень сильно перекосил в сторону занятий актерским. А когда я приехал в Тбилиси, первые несколько месяцев я вообще ничего не делал, и мне кажется, это нормально. Потом
немножечко быт наладился, мы сняли на долгосрочную квартиру, я стал немножко почаще вылезать в какие-то тусовки, и первое, что я пошел, это на актерские занятия здесь, но меня нигде не зацепило. Не претендую на какую-то абсолютную истину ни в коем случае, но моя статистика, если актер, который не режиссер и не педагог, просто актер, открывает актерские курсы, пока моя статистика, мне у него заниматься будет скучно. Смотри, а вот мы немножко перескочили момент открытия собственного дела. Я понимаю, что ты начинал с айкидо, да, а вот то, как ты называешься там в Телеграме сейчас, Андрей, и айкидо, и театр, это уже сейчас. Да. Но мне хотелось немножко вот задать тебе вопрос вообще с точки зрения бизнеса, вот что ты помнишь из того, когда ты начинал свой первый бизнес, да, вот еще Здесь или вообще, в принципе, и здесь тоже, ну, возвращаясь к театру, я еще вернусь вот к тому, что ты сказал по поводу того, что скучно, не скучно, но вот психологи говорят, что для достижения задуманного мало одного только желания, нужно принять решение. Вот ты с этим согласен? У тебя было такое решение? Как ты открывал свой первый бизнес? И вот возвращаясь к тому, что театр ты открыл, потому что тебя не цепляло то, что здесь было предложено, такой вопрос, что если к тебе кто-нибудь придет и им покажется скучно, ты бы такому человеку посоветовал лезть бы во все, открывать свое дело, или скорее предостерег бы его от этого? Это первое, что сразу зацепило, у меня здесь нет своего театра. Это звучит... Пока. Пока. У нас есть пространство, ты упомянул, спасибо за интеграцию. Recreation Тбилиси, оно в первую очередь организовано как зал для занятий айкидо. Это пространство тренировочное, тренинговое, пространство для занятий. Это не театр. Да? Сейчас у нас идет курс, который мы надеемся завершить спектаклем. И понимая, что есть такая цель, мы сделали коллаборацию с Тимом Ткачевым, это режиссер. Спектакль будет ставить он, да? Я отвечаю за тренинг. И мне интересно тренинг внутри, и я пришел именно через свои ощущения в тренинге, которые мне нравится заниматься. А здесь я таких тренингов актерских не нашел. Если кто-то придет ко мне, ему не понравится, порекомендую ли я открывать свое организационно, или в смысле вообще вот, типа, хочешь, чтобы тебе нравилось, делай свое. Рекомендовал бы ты человеку открывать свой собственный курс просто потому, что можно? Или вот пройдя через что ты прошел, открывая свое собственное дело, ну, допустим, здесь, или даже учитывая твой предыдущий опыт, да, еще в Питере, вот если человек смотрит такой наш канал и думает, блин, мне тоже нужно открыть свое дело, ты скорее бы посоветовал ему этим заниматься или не заниматься? Нужно очень хорошо подготовиться, и нужно понимать, что будет очень сложно, если ты вообще этим не занимался. Мне в Питере было легче, потому что я начинал как тренер, просто как тренер. Да? Вот у меня в этом году 20 лет, как я преподаю айкидо. Попробуй нанести хоть один удар. Тогда я поклонюсь и нареку тебя мастером. И у меня еще образование, там есть приписка преподаватель. У меня была педагогическая практика. Я работал 2 года с подростками как педагог. Да, больше не работаю с детьми, с подростками. No! God, please, no! No! Только со взрослыми. После подростков со взрослыми гораздо легче. То есть я сначала прокачал очень... Ну и техника, понятно, да, я вот с детства там единоборствами занимался. То есть я начал делать свое дело, свой клуб, в среде, где все остальные аспекты у меня были хорошо прокачаны и схвачены, да, и тренерство, и свои скиллы, да, в айкидо, работа с разной аудиторией и так далее, и так далее. Отделившись от того места, где я начинал как тренер, да, и начав делать свое, опять же, тогда это было такое... Сейчас я так никому не посоветую, тогда это было достаточно естественно. Я там ничего не оформляю. Уже много лет. У меня все максимально четко, все налоги, вся бухгалтерия и так далее. В Грузии, кстати, с этим довольно просто, но все равно ты на это потратишь какие-то усилия. Открыл помещение, сарендовал, опять начинаются какие-то проблемы, которых не было на стадии там, заключения договора. Да, ты приходишь, у тебя вентиляция не работает, еще что-то. Опять все бросить, и, тебя вот так вот колбасит. Если у тебя много чего вот так расползается, то, скорее всего, не получится. Поэтому вот надо, чтобы у тебя хорошо работало вот ядро какое-то, да, в моем случае там
про тренировки я все понимаю, что хотят люди, понимаю, как работать с новичками, большой опыт. С театром было не так, с актерским было не так. Ну, и я не смотрел на актерский курс как на бизнес. Походив там в 3, в 4, по-моему, места, я такой, блин, нигде нет того тренинга, который мне нравится. Я написал своим преподавателям в Питере, говорю, посоветуйте литературу, посоветуйте, вот как еще прокачаться. Я хочу попытаться делать вот ту движуху, да, опять же, там, с почти 20-летним на тот момент опытом преподавания и сколько там летним опытом хождения на всякие мастер-классы актерские, я такой, ну, я это точно могу делать, ну, как бы для души, для себя. Я пришел к ребятам, которые организуют всякие ивенты, мы можем порекламировать тоже наши друзья «Грузинские приключения», комьюнити в Тбилиси, Женя. Вот. Я говорю, слушай, вот, а мы с ним делали пару открытых уроков по айкидо, я приходил на какие-то мероприятия, ну, как бы организацией они занимались. Я говорю, слушай, вот у меня есть идея, я не вел актерский тренинг раньше, но я очень много чего вел другое, не только айкидо, кучу всяких тренингов, там, по телеске, совместно с психологами, антистресс-тренинги, да, много-много-много. Говорю, я умею вести группы, любые. Мне интересно заниматься актерским тренингом внутри. Вот я буду вести и сам заниматься и кайфовать. Говорю, давай, там, сколько-то человек мы наберем, ты готов организацией заняться? 50 на 50. И первое время это, ну, денег не приносило вообще. И на такие вот серьезные рельсы уже, ну, условно говоря, бизнесовые, хотя оно тоже пока это не то направление, которое прям приносит деньги, мы поставили это только когда вот открыли свое пространство, и мне его надо много чем занимать, и поэтому я там веду айкидо, японское фехтование, актерский тренинг, тимбилдинг тренинги, еще что-то, еще его пытаюсь в аренду сдавать. Я хотел спросить про успешные истории вот, и неуспешные истории. Какие ситуации им предшествовали? Были паттерны? Были паттерны, когда, ну не то, что прям неуспешные, но были ситуации, когда у тебя энтузиазма много, и ты не обращаешь внимания на red flags, и получается, как всегда, получается, что плохо. Слушай, ну вот про паттерны. Вот если представь себе Андрея, образца до открытия своего собственного бизнеса. Что бы ты ему посоветовал как бы делать с высоты твоего прожитого опыта? И за какое вот решение сегодня он бы тебя поблагодарил? Быстрее завершать то, что не работает. То есть вот у меня есть такое, что нет, я буду держаться за какие-то рабочие процессы, за какие-то идеи, за какие-то взаимоотношения. Я понимаю, что они не работают, но я такой, я буду продолжать. А что делать тогда? Вот закрывать это и начинать что-то новое? Ну, тут зависит от того, что именно, как бы, что именно не работает, то есть должен быть какой-то анализ того, что именно не работает, да. Опять же, яркий пример мой, я понимаю, что тебе интереснее про актерское, чем про айкидо, но у меня просто в годах, в 20 лет больше опыта ведения и там группы, и бизнеса. Да, из этого клубу, там, считай, 15 лет, а группы свои я веду вот 20 лет в этом году. Например, я очень долго и больно уходил из того клуба, где я занимался, один, основной, то есть я занимался в разных местах, но айкидо был основной клуб, где я занимался, и где я начал преподавать. И я оттуда очень долго и больно уходил, понимал, что мне там не нравится, были методические какие-то споры, были там сложная история, что в какой-то момент нас стали приезжать учить японцы, и до этого методика и техника в клубе была другая. И мы были помоложе, мы быстрее адаптировались и были на этом пони терки, да, кто главный, кто старший тренер. Понятно, что вот есть человек, который старший тренер и главный, но, мы напрямую видим, японцы показывают вот так, надо перестраивать технику. Меня не пустили на аттестацию, да, я продолжал в клубе работать, тренировать, там, заниматься, что-то еще. И там, год еще я тянул и не мог это прекратить, да, пока мы там вдрызг не разругались с руководителем клуба. Приезжал президент Федерации айкидо питерской советоваться, что делать. Он меня как-то успокоил. Там какие-то другие клубы меня... У меня были свои группы, прям свои. Они не внутри того клуба, уже свои были группы. И сколько-то людей занималось. Меня хотели прибрать там другие большие клубы. Приходи к нам, будешь у нас, будешь там аттестовывать. Там мне говорили, что все, у тебя в айкидо дорога закрыта, ты больше в северо-западном регионе вообще ничего не сможешь в айкидо сделать. Кто ты такой вообще без организации? И, мне было, что происходит? И я поехал, я ходил по всяким семинарам. Мне кажется, тоже интересно. Я увидел, что будет семинар
японского мастера в Швеции, поехал туда, никого там не знал. Я писал письмо на e-mail «Dear Sir, Madam», по-английски я писал, я не знал, кому я пишу, организаторам, шведам. Я приехал туда, я нашел себе японских сенсеев, с которыми вот уже много лет отношения очень хорошие, в которых я аттестуюсь, и мои ребята аттестуются и так далее. Шведских старших товарищей, которые к нам приезжают с семинарами. Я стал делать 3 раза в год международные семинары в Питере. Ни один клуб в Питере не делал так часто международные семинары. То есть просто вот как только я отпустил, что мне надо перестать вот суетить и перестать переживать, что а как я без той организации, что я буду делать сам, и я сделал сам, у меня открылось вот это, 5 залов по Питеру, и все работает, и все крутая штука. Надо вот понять, что вот та лошадь сдохла, и надо делать что-то дальше. Но, понимаешь, вот тут есть такой соблазн сказать, типа, если что, любую бросай офисную работу, открывай свой бизнес. Нет, вот опять, я там был очень сильно подготовлен, уже был опытным тренером, у меня были свои группы, у меня были какие-то скиллы коммуникативные, я смог взять, вот это важно, вот ты такое любишь, вот это вот think out of box, да, вот мне говорили, все, ты не сможешь, ищи другую работу, ты не сможешь в Северо-Западе вести айкидо никак, вот в одиночку, кто-то без организации. Да, а я взял, набрался наглости, поехал, но я был технически очень сильно молодец. То есть я приехал в октябре или ноябре на семинар, и на Новый год, через пару месяцев, уже в списке Affiliated Dojos вот у японцев мой клуб висел, хотя они видели только меня. В твоем восприятии слышу то, что мне нравится слышать, да, и ты, наверное, это не поддержишь, но я услышал, что, типа, стоило мне только избавиться от своих страхов и перестать гоняться за своим мозгом, который говорил, что, типа, вот так не получится, или слушать вот эти вот отговорки со стороны, ты там, ничего у тебя не получится. Стоило только заняться любимым делом, как бы отбросить страх и сделать первый шаг вперед, написать там на незнакомом языке, пойти туда, куда страшно. Вот. Да, к этому надо быть подготовленным. И вот эта вот тонкая грань между тем, что называют магическим мышлением, и тем, что когда человек на самом деле живет по духу, когда он занимается любимым делом, потому что это его предназначение. Конечно, любой опыт пригодится в этом деле, но иногда мне кажется, во всяком случае я это в своей жизни практикую, что даже если что-то кажется невозможным, все равно нужно туда полезть, потому что ничего невозможного нет. Есть что-то не очень вероятное, но вероятностями можно управлять. Можно кому-то написать, можно сделать что-то более вероятным в твоей жизни. Про вероятности и про магическое мышление не знаю. Ты сказал, я вспомнил, я в детстве очень любил книжку Крапивина «Мальчик со шпагой». Маленький мальчик, у него флешбеки и мечты про то, что вот кавалерия, конница его защищает, он все время играет в это, представляет какие-то картинки, вот такие, да, там кто-то сейчас, я не знаю, современные мальчики, не знаю, какого-нибудь анимешного героя себе представляет. Вот, и он попадает в критическую ситуацию, его реально спасает отряд конников. Вот. И он прям в шоке, и следующая сцена, он общается со взрослым, который это чудо устроил, да, который вот видел, что мальчик в беде, позвонил знакомым, а те как раз были в советское время в полной, я не помню, почему они почему-то были в полном, обмундировании, они приехали, раскидали хулиганов, забрали его, спасли его, он едет домой, все хорошо. А для него это чудо, у него как во сне его вдруг влетает конница, кричит «не трогать» и спасает его. Я вот сейчас даже вспомнил, у меня мурашки побежали. Вот. А потом следующая сцена, он общается со взрослым, он говорит, это же прям чудо, прям, я не знаю, сейчас прям сплакнуть хочется, потому что какие-то такие ситуации в жизни, когда происходят, это прям, нифига себе. Вот. А тот ему говорит, да, чудо, но говорит, чудо вот есть, говорит, открою портфель, скажу раз, два, три, упади сюда метеорит. Он упадет? Конечно, нет. Если он упадет, это будет чудо. Но это просто очень маленькая вероятность, они же падают на землю. Да? И вот если вдруг вот сейчас я сделаю, и он упадет, это очень-очень маленькая вероятность. Говорит, вот сейчас было то же самое. Оказалось, что вот я позвонил знакомым, он позвонил знакомым, ребята были рядом в полном обмундировании, а у тебя как раз про это были какие-то картинки в голове, оно вот совпало. Вероятность очень маленькая. Но это
Ну, вот, ну, готовь, да, управляй вероятностями, но пусть это будет не, как сказать, ну, меня зацепило там, что ты говоришь, что вот типа отключи мозг или что-то такое ты сказал. Не факт, что надо отключить мозг. Надо, да, перестать зацикливаться на страхах, на том, что невозможно и так далее. Но без мозга там, если ты организуешь что-то, будет очень сложно. Аня Веленская рассказывала очень интересно про Вагнера, который мечтал открыть свой театр под свои какие-то гигантические оперы, которые вроде как никто не должен был слушать. Но у него была вот эта вот идея фикс, что типа хочу, блин, большой театр, огромный, свой чисто под оперы. Вот. И он шел, и вот эти вот гигантические замки воплощал в жизнь тем, что там продавал билеты в театр на Да-да-да, несуществующий спектакль, в несуществующий театр. И у него все равно там что-то получилось. Да, король ему помог, да, все дела. Вот. Но я хотел спросить у тебя, ты ставишь перед собой, предпочитаешь ставить перед собой какие-то большие амбициозные цели, или ты предпочитаешь искусство маленьких шагов, так называемое? И самое главное, почему не сочетать оба подхода? Я не знаю, у меня нет ответа, у меня нет статистики. Я могу прямо сейчас подумать, и мне кажется, что я не делаю осознанный выбор между поступать все время так или поступать все время так. У меня нету, вот по этому пункту у меня нету Тогда, стратегии. тогда какие цели ты ставишь перед собой сейчас, сегодня, и что ты делаешь для их достижения? Что самое главное, чтобы все получилось? Сейчас это такой процесс уже рутинный, не в смысле скучный, а рутинный в смысле есть какой-то сеттинг, да, вот есть помещение, есть клуб айкидо, есть школа импровизации, последнее приобретение, да, есть еще какие-то задумки, мы корпоративно делаем тренинги в нашем пространстве и на выезде моими силами и разными преподавателями. То есть есть большой набор, что можно делать, это как много-много настроек, знаешь, на пульте. Мгм. И сейчас работа рутинная в том плане, что вот туда чуть-чуть добавить. Вот я пробую. Ко мне приходит новый преподаватель, говорит, я хочу вести йогу. Я говорю, Мгм. хорошо, у нас есть вот столечко рекламного бюджета на то, чтобы попробовать запустить направление йоги. Там, утренняя йога. Мы попробовали запустить, слили бюджет, не набрали людей. Я говорю, ну, сори, значит, мы не смогли продавать йогу. Либо сейчас лето, либо сейчас на тебя они приходят, хотя препод очень хорошая, и в других районах на нее ходят, да, но эти люди из других районов не приезжают. Или йоги сейчас слишком перегрет рынок в Тбилиси, йога за каждым углом, мне кажется. Короче, студия йоги. неважно, почему Да, лошадь но я заболела, про то, что убили, пошли дальше. ну, грубо говоря, да. То есть иногда бывает, если там есть моей больше вовлеченность, как с актерским, например, мы вот, чтобы набрать наш сейчасшний небольшой курс, мы потратили $500 на рекламу. Вот. Оно отбилось, но я на этом ничего не заработал. То есть у нас есть второй пилот Тим Ткачев, с которым мы вдвоем ведем, Мгм. да, курс вот сейчасшний. Мне хватает платить столько, сколько он привык получать за занятия. Мне хватило отбить рекламу. А, По факту сейчас я как преподаватель зарабатываю меньше, чем он, потому что, ну, как бы вот все, столько, сколько мы, да, вот оно кончилось. Я сам себе не плачу аренду за эти занятия. То есть я не зарабатываю на зале. В этот момент он простаивает. Но из-за того, что мне это интересно, и я все-таки думаю, что это на будущее еще какая-то Вот. заготовка, да, Мгм. я готов в это вкладываться. Кому подойдет ваш с Тимом театральный вот совместный курс с постановкой? Если говорить про осенний запуск, понятно, что сейчас будет Да, мы спектакль. осенью, да, сейчас я надеюсь, что все получится, будет спектакль. Смотри, у нас план такой: 2 раза в неделю занятия, 1 день тренинг веду я, и 1 день сейчас, поскольку у нас короткий курс, и там почти сразу надо приступать к репетициям, по сути, мы говорим, что это репетиции ведет Тим. Мгм. А с осени мы хотим долгосрочный курс, и Мгм. там Тим будет в большей мере как педагог, прежде чем становиться режиссером, да. Я по-прежнему также веду тренинг. Идет всем, кому это интересно, всем, кто хочет. Там вот будет 2 аспекта, да, тренинг, ну, сам по себе, да, его можно вести без мысли о сцене, и заниматься им можно, не думая о выступлении на сцене. Выступать на сцене без тренинга, ну, нельзя, ты должен быть раскачанным, продвинутым и так далее. Поэтому просто, ну, вот, надо понимать, что есть 2 составляющих, ходить надо и туда,
заставлять на сцену никто не будет. То есть ты можешь заниматься, а потом сказать, нет, ну на сцену я не хочу. Если ты заранее об этом предупредил, тебе там не выдали роль и ты... Ну так вы ждете всех, кого интересует театр, кто хочет себя прокачать. Да, потому что мне кажется, что бывает такое, что люди приходят без мысли о сцене. Опять, это тоже такая... Это про то, это про то, как что-то классное продавать людям, которые не знают, как это изнутри. Это очень сложно. Вот я на примере много разного это пробовал. И когда каким-то образом люди все-таки приходят, они такие внутри, о, как это классно. Но пока они внутри это не попробовали, ты не знаешь им, как им объяснить, что это такое. Да, и, соответственно, ты не можешь им это продать. Пусть посмотрят наши врезки про то, как это само бывает. Опять же, у тебя есть канал Recreation в Тбилиси, да? Смотри, несколько... Я к чему? Вот человек может прийти без мысли о сцене, кайфовать на занятиях, а потом такой, о, теперь я и на сцену готов, это прикольно. Когда он изначально вот как бы холодный, ему говорят, хочешь выступать на сцене? Он говорит, нет. И типа может не прийти. Вот надо как-то объяснить, что самое классное — это тусовка, атмосфера внутри. То же самое с импровизацией. Я больше года занимаюсь импровизацией, Stage Improv, школа импровизации в Тбилиси. Я ее месяц назад, чуть больше, не знаю, когда выйдет, купил. Да, потому что человек, который ее организовал, устал заниматься организацией, решил продать. Вот. И хотели ребята и преподаватели, да, чтобы это был не человек со стороны, а кто-то, кто в теме. Вот я больше года занимаюсь, всех знаю, все классно. Вот мы сейчас работаем. Всем привет! Мы находимся с Тимом в пространстве Recreation. Можешь о себе рассказать поподробнее, чтобы наши зрители узнали? Я театральный режиссер и педагог. Я родом из Минска, потом учился в Питере и сейчас вот живу в Тбилиси уже 2 года. Я конкретно сейчас работаю в школе проектор, еще вот здесь в Recreation, еще в той самой школе, и веду всякие мастер-классы, и делаю еще несколько спектаклей. Короче, делаю много всяких разных штук, в основном связанных с театром, преподаванием и их перемешиванием. Я интересуюсь импровизацией, социальным театром и тоже всяким разными, на их границах, пересечениями, формами, разными штуками. Вот. Я сегодня с Кирой. Да, Вот моя дочь Кира. нам нужно отметить, что у нас сегодня kid-friendly интервью, и на фоне будут звуки детей. Вот. Одного. Айнштейн. Одного. Да. Я бы хотел от тебя услышать определение более абстрактное себя. В каких словах ты себя чувствуешь, вот, и мыслишь вообще. Вот кто ты по жизни, на чем ты едешь, на каком топливе? Кто по жизни, понятно. Да. Внимательный, понимающий, такой, занимающийся рукастым агрегатом и своими душевными выплесками, говнище изымая через вот такой вот этюдный, вопеть, и вот это вот там голые задницы, воплощая всякие там айкидо-меч, в хряпку вздымает туда. Но я бы сказал, что я люблю, когда смешно, я люблю, когда активно, я люблю, когда душевно, я люблю, когда безопасно. Очень, наверное, люблю, когда пространство безопасности, но при этом контролируемого хаоса. То есть я люблю, когда создается пространство, в котором все, в общем-то, могут делать, что хотят, но я таким образом могу взаимодействовать, чтобы это не ощущалось как давление, но при этом задавалось направление. Еще... Да, вообще это замечается. Я хожу на актерское мастерство к Тиму как раз-таки. Мы там готовим спектакль, о котором мы тоже поговорим. И очень замечается, да, что ты одновременно и очень активный, из тебя идет очень много идей, вот, постоянно, и в большом количестве. Но в то же время ты очень чуток к обсуждению каких-то деталей, кому-то что-то может понравиться, кому-то не понравится, ты всегда это обсуждаешь. Если это так ощущается, для меня это ценно. Из музыки люблю, наверное, world и джаз, всякие перемешки. Джармуша и Терри Гильяма и Уэса Андерсона. Ну вот сейчас перечитывал Харпер Ли.
Что для тебя театр? Зачем ты этим занимаешься? Очень интересно узнать твои глубокие интенции того, что ты понимаешь под теми вещами, которыми ты занимаешься, и что ты от них получаешь. Что такое театр? Бог его знает, все долго обсуждают, не могут понять. Есть определение, когда кто-то играет что-то для кого-то, потом убрали, по-моему, что-то, и оставили просто кто-то для кого-то играет. Но это формальное определение, Но зато теория. классное, зато оно классно подходит. Мне, Да. Вот мне нравится думать про, ну не только про театр в целом, мне кажется, что про искусство мне близок подход того, что это такой язык, что какие-то вещи, вот, о которых невозможно поговорить, для которых вот просто человеческого вот этого языка нашего недостаточно, мы для этого его используем в искусстве. Почему? Какие причины это делать и повторять из раза в раз? Тут скорее про любовь, потому что логики лучше было бы уйти в IT. Ну, типа, если прям вот как бы так практично смотреть. Проще. Ну, я с 4 лет занимаюсь театром, поэтому мне уже сложно отделить инерцию от какой-то там причинно-следственных связей или что-то такое. Ну, наверное, я люблю процесс репетиции, я люблю, когда ты с людьми репетируешь, и вы к чему-то приходите. Ну, как, есть такая штука про то, что искусство должно менять мир, и это полезная очень мысль. Я сейчас как-то намерение, типа, зачем занимаюсь. Мне просто кажется про то, что я люблю это, поэтому делаю, это какой-то самый точный ответ, потому что я бы не сказал, что я намерен через 15 лет перевернуть, устроить революцию с помощью... Ну, как бы, есть много всяких примеров того, как люди употребляли замечательное искусство и делали всякие ужасные вещи. Давай поговорим о насущном. Вот, ты ставишь спектакль здесь, вот, я в нем буду участвовать в том числе. Вот, можешь поподробнее рассказать про этот спектакль, про что он, вот, и зачем он? У нас есть группа, у группы есть 20 занятий, 10 тренингов, 10 репетиций. У нас есть возможность за 10 репетиций в целом собрать спектакль. Про что он, я пока не знаю. Вот как раз сегодня это увидим. Я пришел в группу, с которой я не знаком. Мы в первые пару занятий знакомились, и я, исходя из того, как мы поговорили, стал думать, какой материал выбрать. Причем Андрей предложил материал, мне показалось, что он отлично подходит, скорее инструментально, который состоит из кусочков. Соответственно, вот что приглянулось, такой кусочек и бери, а они еще не закончены, их можно интерпретировать тоже по-разному. Вот завтра у нас, сегодня уже получается вечером у нас полная сборка материала. Даже что доползет, то доползет. Посмотрим, что из этого проросло. И вот уже из того, что проросло, можно будет обсуждать, а про что это. Отчасти ты об этом уже сказал. Про подход, про то, как этот спектакль ставится с людьми, которые пришли к тебе. Они ничего не знают про актерское мастерство или знают немного. Вот, и они пришли к тебе, и ты ставишь. Вот что ты делаешь? Как? Сейчас у нас система несовершенна, потому что тренинга мало, должно быть больше. Тогда мы бы, с одной стороны, как группа соединялись бы на протяжении какого-то пути через практики, которые позволяют нам друг с другом больше познакомиться. С другой стороны, получили бы больше навыков, необходимых для того, чтобы, с одной стороны, собирать все в одно целое, с другой стороны, реализовывать то, что вот я почитал, мне показалось, я это достаю. Для начала давай скажем, что такое этюд, для тех, кто не знает. Вот. Я уверен, что такие будут. На мой взгляд, это вопрос примерно такой же, что такое театр, потому что в каждой школе есть примерно свое представление, что такое этюд, и там в школе Вениамина Фельштинского там скажут, ну, конечно, этюд это, и что за дурацкий вопрос? Я, например, до сих пор не понимаю, что такое этюд, ну вот прямо, чтобы четко это сказать, потому что я начал с демидовских этюдов у Андрея, вот, и вот я понимаю под этюдами вот чисто вот это, потому что это первое, что я... На мой взгляд, такое самое обобщающее было бы, ну, такое, как ты говоришь, формальное, что этюд — это сценка, которая при этом не самоценна, а направлена на что-то еще. А в нашем случае этюды, ну, скетчи, если по-английски, то ну, ты вышло, что-то сыграл для того, чтобы потом сыграть что-то побольше. Ну, а уж как оно работает, ну, там, демидовские этюды, у них там свои законы, как они работают. В нашем случае я вам предложил такое актерско-режиссерское задание, что интерпретируйте текст каким-то образом. Тим, сейчас с нами в зале Андрей. Я хочу спросить у вас двоих некоторые вопросы, вот, и потом мы отпустим Андрея и будем говорить дальше. Okay. Андрей, можешь подойти?
Как вы познакомились и как вы пришли к тому, чтобы работать вместе? Я сходил к Тиму на занятия. Он вел мастер-класс в рамках лаборатории, что-то там про телесное. Да, это было в той самой школе, там была лаборатория, перед ней были пробные, и вот на одном из Да, них ты был. я собрался, ничего не знал про Тима. Ну, я прочитал какую-то краткую справку. Думаю, о, интересно, там что-то актерское, что-то телесное, мне это близко, я пойду. Вот, я сходил, мне понравилось, и мы поболтали чуть-чуть после занятия. Я честно, это был как бы набор на чуть-чуть подлиннее курс, я честно сказал, что я не буду ходить, мне неудобно, и вообще эти лески у меня и так навалом, но мне очень понравилось, и мы чуть-чуть что-то пообщались, и я прямо там узнал, что Тим вообще двумя руками за импровизацию, во-первых, а пока я сталкивался в основном с людьми профессиональными в сфере театра, которые на импровизацию смотрят, ну так, то есть не вот так, а вот так. Вот. Во-первых. Во-вторых, я поделился своими какими-то переживаниями, что вот мы делаем курс, что-то такое. Тим сказал, о, круто, интересно, вообще обмен опытом, это здорово. Вот. И мы договорились, что мы встретимся, попьем кофе, обсудим, может быть, есть какие-то точки соприкосновения организационные, интересные, что-то там. Потом еще я узнал, что Тим однокурсник одного из мастеров, у кого я занимался актерским мастерством в Питере. И ну, короче, все прям совпало, вот, и мы решили, что давай что-нибудь попробуем замутить. А у Тима как это выглядело? Примерно так и выглядело. Андрей все очень подробно, точно описал. У меня в целом в этом вот, ну, в году, в смысле, в сезоне, который прошел и сейчас будет новый. Вот в прошлом сезоне как-то я там сел с собой, подумал и понял, что мне важно направление, где я хожу и знакомлюсь с кучей разных людей, пытаюсь поработать много с кем. И вот это был один из тех случаев, когда ты кидаешь запрос и на тебя сверху падает. Если определить это более как-то абстрактно, вот в чем вы сошлись по жизни и по творчеству? Мы решили как? Мы сделаем лабораторию. То есть было много, так чисто технически, мы много обсуждали, что есть несколько форматов, что я могу пригласить Тима к нам в пространство, что если что, есть пространство для каких-то еще его сольных проектов. И был один из, что мы можем вообще-то еще совместный курс актерский замутить, потому что я не режиссер, и мне этой части не хватало. Мы занимаемся, мне очень нравится тренинг актерский, нам не дойти до спектакля, вот нам нужен режиссер. Мы много созванивались, разговаривали, обсуждали, и еще мы не сделали, то есть мы договорились, что мы сделаем лабораторию из 3, по-моему, занятий, да, из 3 занятий лабораторию. Да, что она точно будет. Что мы наберем людей через эту лабораторию на совместный курс, а пока будем делать лабораторию, мы вместе вести и как бы познакомимся. Кстати, про этюды. Мы как раз сейчас выставили так сцену, как по сути мы делаем этюды, ну немножко смещенно, конечно, вот, но тоже интересный символизм, я не знаю. Я как раз за то, чтобы постоянно менять пространство. То есть тоже какая-то ценность разнообразия у тебя есть. Да не Твоей только у работе. меня, то есть это не я придумал, это школьная штука, заключающаяся в том, что школьная, в смысле арт-школьная, что есть такая штука, как штамп. Ну, то есть я привык, что я выгляжу так, и я красивый, когда вот так поворачиваюсь в профиль. И я поэтому все время, когда с тобой Рабочая разговариваю, я всё время сторона. говорю, да, у меня рабочая сторона, я работаю ей. Но если ты хочешь на этом штампе проехать всю свою актерскую карьеру, пожалуйста. Если ты хочешь развиваться, у тебя вообще трехмерное тело, неограниченные возможности, и их необходимо изучать. И тут дело даже не в правилах каких-то, а в том, что вот у тебя есть другая сторона, 3/4, спина, Используй пятка. всё. Да, если ты не пытаешься, то то же самое. Вот у нас есть штамп, что мы играем здесь. А что еще можно сделать, если мы развернем просто на 90 градусов? И зрители будут сидеть вдоль всей длинной стенки, а игра будет вот здесь. Тогда как минимум у нас будет возможность посадить 2 персонажей в 2 концах, и зрителю придется вот так вот все время делать. Это же для чего-то тоже может быть нужно. Но пока мы это не попробуем, мы не поймем, как это работает. А если мы будем сидеть в одном углу всегда с одной и той же занавеской, то мы никогда этого не узнаем. Ну, так совсем, собственно.
Какой бы вопрос ты задал одному из наших будущих гостей? Что бы вы сделали, если вы с утра просыпаетесь, проворачиваете голову, а рядом какой-то совершенно незнакомый человек? Ну, то есть, если если у вас есть партнер, и вы просыпаетесь, или кто-либо, Мгм. кто должен быть рядом, то там на его месте другой человек. Не то, что такое, о, вечером была вечеринка, а это ну, непонятно, это не могло произойти. Это что-то за пределами реальности. Вы поворачиваетесь, другой человек рядом. Непонятно, что делает. Либо, если там никого не должно было быть, там, опять же, этот человек какой-то совершенно другой. Что бы вы почувствовали, что бы вы делали? И придумайте небытовую причину, почему это произошло. Окей, мне кажется, замечательный вопрос. It's a problem-free philosophy. Hakuna Matata. Ты хотел рассказать про людей, у меня такой вопрос. С какими людьми тебе легко работать и почему? С какими сложно найти общий язык и почему? Расскажи мне какую-нибудь хтонь. У меня раньше была все время присказка про то, что люди там в айкидо приходят и не знают, что это такое, не знают, что это внутри, приходят и задают вопросы, там типа, а тренировки по айкидо помогут разбудить моего внутреннего ребенка. Вот. Или от айкидо худеют, или вот какие-то такие штуки, которые, ну, мне изнутри кажется, блин, что за ересь. Потом я стал немножко лояльнее в том плане, что ну, раз у людей есть запрос, надо попробовать понять, что он имеет в виду. Может быть, я смогу это на свой язык перевести и что-то рассказать. Меня не смущает, когда человек делает не так, но меня смущает, когда человек делает не то. Вот, наверное, мне труднее всего вот по работе, по преподавательской, когда человек делает что-то свое, хотя я понимаю, что он меня понял. Я говорю, надо попробовать вот это, и пускай у тебя как получится. И бывает, что человек там постесняется, если это на актерском тренинге, еще что-то он что-то не понимает, что-то не словил. Но когда он осознанно делает такой, я буду делать другое, вот мне с этим очень сложно. Вот когда у человека не получается, потому что он пытается, но у него не получается, нет никаких проблем. Я здесь, чтобы помочь, подсказать и научиться делать там, так, как надо, или так, как подходит тебе, потому что нету так, как надо, допустим, в актерском. Может быть, у тебя есть ко мне какие-то вопросы, знаешь, как в конце интервью, которое собеседование, типа, может, у вас есть какие-то вопросы про нашу компанию? Кто это будет смотреть? Не в смысле, кто это будет смотреть, а в смысле, вот опять же, про айкидо, но не только, и про людей. Мы делали совместные тренинги, антистресс-тренинги с психологами на базе айкидо. И они прям за шкирку людей приводили на эти тренинги, психологи, в тренинговом центре, с которым мы сотрудничали. И люди оказывались в ситуации, что им надо что-то заниматься, и потом они кайфовали, и они начинали ходить на айкидо, потому что, о, как классно. Но они говорили, я бы никогда не пришел, я не айкидо, тэквондо, кунг-фу панда, мне одно и то же. Мне кажется, то же самое с актерским. Вот кто нас будет смотреть? Можем ли мы каким-то людям показать какую-то такую обертку, чтобы они такие, о, это какие-то прикольные ребята, мы сейчас стоит сходить к ним на актерский или на импровизацию, посмотреть, как оно изнутри. Ты задал такой вопрос, на который без чая ответить невозможно. Вот. И в этом тоже есть какой-то метапосыл, потому что я в моей внутри мозговой картинке должен пить чай в ответе на этот вопрос. Поэтому мы сейчас пойдем к окну. Вот. Это в писательстве это называется расстановка якорей. Когда в книге, в течение повествования происходят какие-то малозначимые события, которые потом, особенно в детективах это бывает. Вот. Но ты задал такой вопрос. Отвечая на твой вопрос, знаешь, те, кому суждено прийти на твой импров или на актерское, или на айкидо, они все равно рано или поздно к тебе придут. Потому что так задумано. Это так написано, мактуб. Вот. А если говорить серьезно, то вот поверьте мне, вам всем нужно к Андрею на мастер-класс по актерскому мастерству. Причинить человеку добро не получится. Вот. Он должен сделать сам первый шаг в сторону того, чтобы попробовать что-то новое. И этот шаг обязательно нужно делать. Потому что если вы не будете пробовать что-то новое, вы навсегда останетесь в чем-то старом. Верите ли вы
во всякие штуки, в которые я верю, или вы закостенелый материалист, как Андрей, все равно событийный поток будет выталкивать вас к тому, чтобы вы проявлялись, чтобы вы реализовывались, чтобы вы что-то делали со своей жизнью. Мне хотелось в какой-то момент достать телефон и показать вот этот бэкстейдж со стороны. Потому что там 2 камеры в лицо прямо смотрят, здесь 3, тут 4. Это же вообще, где вы еще, на каком... Еще, как это правильно назвать, режиссер монтажа присутствует на съемках, а не просто так, чтобы сделать все максимально качественно. На каком еще канале вы увидите такие подробности? Вот она, наша новая искренность. Собака. Вот он тот бэкстейдж, Dog-friendly. которого вы не ожидали. Все, подписывайтесь, ставьте колокольчики, ставьте лайки, раскидывайте это по всем своим друзьям. Если у нас после выпуска Андреинова не будет 1 миллиона подписчиков, я ничуть не расстроюсь, но все равно где-то заплачет бедный котик.